Обстрелы будут продолжаться. Жесткая реакция премьера. Мир на грани нового витка эскалации. Авиация НАТО поднята по тревоге. Истребители открыли огонь. Удалось ли отразить атаку и почему молчат власти? Громкое обвинение. Президент набросился на союзников. Переговоры под угрозой срыва в США заявляют о провале. Ответный удар. Мощные взрывы в столице. Глава Генштаба ликвидирован. Об этих и других главных событиях утро понедельника, 24 ноября. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Покровск держится, и это уже видно по самому ходу боев. Украинские подразделения не просто удержали центр города, но и зачистили несколько ключевых районов, где россияне пытались закрепиться под прикрытием тумана и хаоса уличных боев. По данным 7-го корпуса десантно-штурмовых украинских войск, оборона продолжает давить врага поисково-ударными группами. В центре Покровска остаются позиции украинских сил, идут плотные стрелковые бои, а попытки оккупантов вжаться в кварталы снова захлебнулись. Силы обороны зачистили районы железнодорожного вокзала, педагогического училища и сквера Соборный. Это сорвало попытки россиян подтянуть туда подкрепление. Каждое движение через железную дорогу оборачивается для них максимальными потерями. Россияне продолжают стягивать силы и пытаются обойти город, в том числе через Гришино. Но контроля над Покровском речи нет. Оборона держит рубеж, несмотря на отчаянные попытки врага прорваться к многоэтажкам Покровска и Мирнограда. Командование готово к новым попыткам прорыва, пока же украинские силы не дают противнику развить успех даже там, где ему удалось зайти в черту города. Покровск остается в обороне, и доступ к нему россиянам по-прежнему закрыт. Хотя Путин уже обещал до конца года туда приехать. Как думаете, получится? Приедет ли он на украинскую территорию, не оккупированную россиянами? Пишите в комментарии свои мысли, не забывайте. Натовские самолеты вступили в бой. Тревога над авиабазой Волкел, где предполагаемо хранятся американские ядерные бомбы. В небе появились дроны, и нидерландские истребители открыли по ним огонь. Спустя сутки неизвестные беспилотники парализовали второй по величине аэропорт страны. И самое странное, власти будто боятся сказать вслух, что именно происходит. Дроны улетели и пока не были обнаружены. Проводится дальнейшее расследование. Воздушные дроны у военных объектов недопустимы. При необходимости мы принимаем меры. В районе Эйндховена, где расположен ключевой гражданско-военный аэропорт, заметили новые неопознанные аппараты. Власти закрыли воздушное пространство, посадку остановили, взлеты тоже. Несколько часов хаоса, никакой информации. Министр обороны ограничился фразой о принятых мерах. Каких именно, не сказал. В выпуске бюллетеня ученых-атомщиков за 23 год указывается, что на объекте размещено примерно от 10 до 15 ядерных бомб Б-61. В 2019 году там было около 150 таких боеприпасов. Кроме того, осенью сообщалось, что авиабаза Волкел стала основным местом дислокации самолетов НАТО во время учений по ядерному сдерживанию. На фоне закрытых переговоров в Женеве Дональд Трамп ударил по Киеву жестко и публично. В своей соцсети он снова заявил о неблагодарности украинской власти и попытался переложить войну на плечи Джо Байдена. Трамп пишет, что конфликт между Украиной и Россией никогда бы не начался, будь в Вашингтоне и Киеве сильное руководство. Он утверждает, что только унаследовал войну, начавшуюся во времена сонного Джо, как он называет Джо Байдена, который, по его же словам, отдал все бесплатно, включая вооружение для Украины, а также, говорит, ситуация якобы ухудшилась задолго до второго срока Дональда Трампа. Война между Россией и Украиной жестокая и ужасная, и при сильном и должном руководстве США и Украины она никогда бы не произошла. Путин ни за что бы не напал. Только когда он увидел в действии сонного Джо, он сказал: «Теперь мой шанс». Руководство Украины не выразило никакой благодарности за наши усилия, а Европа продолжает покупать нефть у России. Тем временем в Женеве переговоры США, Украины, Великобритании, Франции и Германии по новому мирному плану, по новым предложениям. Если процесс не сорвется, финальная версия документа должна быть согласована уже на личной встрече Зеленского и Трампа.
Мы работаем над внесением некоторых изменений, некоторых корректировок в надежде еще больше сузить разногласия и приблизиться к тому, что и Украина, и, разумеется, Соединенные Штаты будут считать приемлемым. И затем, разумеется, существует российская сторона этого уравнения, но опять же, мы считаем, что за последние 9 месяцев получили довольно существенное понимание некоторых вещей, которые действительно важны для них. Зеленский после первых раундов переговоров дал понять, план Вашингтона может учесть ключевые украинские требования, но только в той форме, которую Киев будет готов принять. Украина благодарна Соединенным Штатам, каждому американскому сердцу и лично президенту Трампу за помощь, которая, начиная с джавелинов, спасает жизнь украинцев. Мы благодарим всех в Европе, в группе 7 и группе 20, кто помогает нам защищать жизнь. Важно сохранять поддержку. Министр финансов США тоже высказался. Он надеется, что Украина подпишет документы, но не уверен в дедлайне, который Трамп якобы поставил. В конце концов, это будет решение украинцев. Президент Трамп – президент мира. Эта война не началась бы. Ни кусочка украинской территории не было бы захвачено в любой момент, когда наш президент находился у власти. Он оказал больше давления на РФ санкциями. Знаете, кто тут отстает? Европейцы. Они говорят мне: «О, мы делаем наш 19-й пакет санкций». На мой взгляд, если вы делаете что-то 19 раз, вы провалились. Во всей истории с мирным планом появляется новый активный игрок, который явно готовит почву для громкого дипломатического хода. И делает это так, что интрига начала раскручиваться еще до подписания документов. Турецкий лидер заявил, что уже в начале недели поговорит с Владимиром Путиным о путях к миру в Украине и одновременно попытается вернуть к жизни зерновую сделку в Черном море. Я упомянул, что на прошлой неделе у меня была встреча с Зеленским в Анкаре. Завтра у нас состоится еще один телефонный разговор с Путиным. И после этих контактов, разумеется, у нас была работа, связанная с зерновым коридором. На самом деле она была направлена на то, чтобы продолжить путь к миру. Эрдоган подчеркнул, Анкара сделает все возможное, чтобы открыть дорогу к мирным переговорам. А результаты разговора с Путиным он намерен донести до европейских и американских союзников, намекая, что Турция снова готова играть роль посредника. Россия фиксирует такой всплеск террористических дел, будто страна живет в режиме постоянной внутренней угрозы. Но цифры, которые раскрывают силовики, выглядят скорее как симптом другого – тотального ужесточения репрессивной машины. За 9 месяцев 2025 года МВД насчитало 4467 преступлений так называемого террористического характера, на 75% больше, чем годом ранее. Для сравнения, за тот же период 2024 было 2,6 тысяч, в 23-м 1,7 тысяч. Рост скачкообразный, непрерывный и абсолютно беспрецедентный. Под такие дела в статистике попадает все, от терактов до публичных заявлений, от финансирования и несообщения до организации групп. Активисты посчитали, только за первую половину 2025 года суды вынесли 597 приговоров по террористическим статьям. Примерно 5 приговоров за каждый рабочий день. Фигурантами стали 659 человек. Это уже рекорд постсоветской эпохи. В отчете МВД уточняется, что из почти 4,5 тысяч террористических дел практически половина касалась непосредственно терактов. Параллельно вырос и массив так называемых экстремистских преступлений. 1,7 тысяч за 3 квартала, плюс 28% к прошлому году. Отдельная картина – это Росфинмониторинг. Ведомство штампует новые фамилии в списке экстремистов и террористов со скоростью более 300 человек в месяц. В реестре уже почти 19 тысяч имен. Темпы добавления выросли лавинообразно. В 2022 году почти 1500, в 2023 1,8, в 2024 3200, а за первые 10 месяцев 25-го еще более чем 3000 человек. Премьер-министр открыл заседание кабинета в столице с жестким заявлением. Израиль не собирается спрашивать ни у кого разрешения на удары по Газе или Ливану. Мы продолжаем наносить удары по терроризму на нескольких фронтах. В эти выходные Цахал атаковал Ливан, и мы будем продолжать делать все необходимое, чтобы не позволить Хезболле восстановить свои возможности для угроз против нас. То же самое мы делаем и в секторе Газа. С момента прекращения огня Хамас не перестает нарушать его, и мы действуем соответственно.
Премьер подчеркнул, что только Израиль отвечает за собственную безопасность. Он отверг саму идею о том, что Тель-Авив должен получать одобрение извне перед военными действиями, и дал понять, решение по обороне страна принимает самостоятельно. К слову, Израиль атаковал районы Бейрута и, по заявлениям Цахаль, ликвидировал главу штаба Хизбаллы Хайтама Али Табатабаи, сообщает Times of Israel. Ближневосточные медиа пишут, что в воскресенье в Бейруте действительно слышали взрывы. Данные о погибших и пострадавших пока не публикуют. Литовские дальнобойщики простояли на белорусских парковках так долго, что история стала мемом. И вот сейчас, после недель блокировки, колонны фур наконец-то пошли на выезд. Минск начал выпускать машины, которые застряли из-за его же ответных ограничений. По данным Инфотранс Медиа Беларусь, движение восстановилось сразу на двух направлениях. Поток идет в обе стороны. На Меденикае особенно плотный трафик, но работает по сообщениям всего одно окно, из-за чего очередь тянется почти без пауз. Напомню, Литва в конце октября временно закрыла границу из-за угрозы от шаров с контрабандой. Минск ответил зеркально, заблокировал проезд литовским фурам, фактически поставив их на простой. Литовская сторона открыла КПП еще в четверг, но реальное движение пошло только сейчас, когда Беларусь начала выпускать застрявшие машины. Детей можно подобрать как персонажей компьютерной игры. Стартап Nucleus продает родителям возможность выбрать будущего ребенка. И делает это открыто, агрессивно и за $29 999. Компания предлагает целый генетический каталог. Внешность, цвет глаз, предрасположенность к болезням и другие параметры. После отбора нужный эмбрион пересаживают в матку, все под вывеской персонализированного родительства. Критика обрушилась на Nucleus еще на старте. Эффект дизайнерских детей пугает и врачей, и этиков, но скандал сработал как идеальная реклама. По данным медиа, продажи выросли на 1700%, а сама идея генетического кастома стремительно выходит из тени. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.